Всем привет, меня зовут Оля, рада видеть вас на своем канале. Всем привет, меня зовут Оля, рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет про HTML, основы HTML. Видео предполагает то, что вы должны, вы не должны, что вы должны повторять за мной все то, что делаю я у себя в VS Code, чтобы вы лучше поняли, что происходит и все такое. То есть вы не просто должны смотреть это видео. Что же такое HTML? Я проводила опрос у себя на YouTube о том, является ли HTML языком программирования, и мнения разошлись, но HTML — это не язык программирования, HTML — это язык разметки страницы. HTML ничего не программирует. Аббревиатура HTML Аббревиатура HTML — это Hypertext Markup Language. Стандартизированный язык гипертекстовой разметки документа для просмотра веб-страницы. Иными словами, то, что вы видите на странице, слова, кнопки, абзацы, все это HTML. Он определяет структуру и контент на странице. На веб-странице в браузере. Для работы вам понадобится Visual Studio Code, про который у меня уже есть 3 видео на моем канале, потому что так будет проще всего. Вам нужно включить Live Server. Опять есть сервер, говорю. Я поняла, кстати, почему я говорю live server, потому что по-английски это будет live server, а по-русски live server. Вы его включаете, и тогда вы можете наблюдать все то, что вы будете делать в HTML-документе, сразу же оно будет отображаться на веб-странице. Все изменения на веб-странице будут обновляться по мере того, как мы пишем код. Это очень удобно. Для начала мы создаем папку, открываем ее в Visual Studio Code. Нам нужно создать файл, который будет называться index.html. Почему он называется index.html? Потому что все браузеры по умолчанию запрограммированы искать файл, который называется index.html, чтобы с чего-то начать. Это типа нулевой файл, он должен так называться, потому что если браузер не находит файл на вашем веб-сайте, в вашем проекте, который называется index.html, он может показать либо ошибку, потому что он ничего не может найти, потому что он не может найти файл, который дефолтно должен искать самый первый, либо... В принципе, вы можете назвать файл как угодно, но рекомендуется называть файл, самый первый, на вашем веб-сайте index.html. Когда я только начинала заниматься программированием, у меня была привычка называть файлы как попало, типа там писать транслитом по-английски, что это за файл в духе, я не знаю, как-то дебильно я их назвала, но так делать не стоит, лучше сразу приучиться нормально все называть, чтобы все было структурировано и не было никакой мешанины, путаницы, потому что хоть я и думала, что мне так будет легче понимать, что это такое, на самом деле, заходя в эти проекты там через 2 месяца, я понятия не имею, что это такое и что там внутри. Поэтому чем раньше вы приучитесь к порядку в своем проекте с папками и файлами, тем лучше. Мы идем в файл, который мы создали, нажимаем восклицательный знак и Enter. То, что вы видите перед собой, это HTML. Давайте разберем по строчкам, что это вообще такое и что мы видим. Первая строка дает понять, какую версию HTML вы сейчас используете. Сейчас это 5-я версия HTML 5. Документ HTML это про это, короче. Вторая строка — это корневой элемент HTML документа. Он будет родителем по отношению ко всему, что находится внутри. Как видите, он открывается в начале и закрывается в самом конце HTML документа. Все, что есть в файле, будет находиться внутри этих 2 тегов. Также в этом файле есть язык, и это определяет то, на каком языке мы будем с вами писать все, что на веб-странице, не включая контента. Третья строка открывает элемент head, который переводится как голова, и в нем находятся метаданные. Это просто означает то, что в нем находятся все важные штуки, которые помогут браузеру правильно интерпретировать HTML-документ и правильно его открыть. Они нужны, чтобы браузер корректно произвел рендер страницы. Чтобы наша страница открывалась правильно на всех на разных устройствах и не рушилась и все такое, если вы открываете ее с компьютера или с телефона. Она отвечает за это. Следующая строчка — это title, и title переводится как название, и это буквально название нашего HTML-документа. Заголовок страницы, который отображается также на веб-странице. Мы будем работать с последним элементом, это body. Внутри него body переводится как тело. Внутри него находится все, что находится на веб-странице, то есть то, что вы видите, какой-то отображаемый контент. Итак, давайте активируем Live сервер, чтобы начать работать с веб-страницей. Давайте поменяем название нашего документа, то есть изменим то, что находится в теге title, и посмотрим, как изменится наш заголовок веб-страницы. Вы можете назвать его как угодно, моя работа с HTML или все, что хотите. Теперь попробуйте написать что-то в теле документа. Посмотрите, как это отобразится на вашей веб-странице. Вам не нужно писать пока что никакие теги. Все, что вы напишете, появится на веб-странице. Практически все элементы HTML состоят из открывающего тега, открывающего тега, контента и закрывающего тега. Элемент определяется названием тега внутри скобок.
Конец элемента обозначается точно так же, как и начало элемента, но вы ставите слэш, чтобы показать, что элемент, что это закрывающий тег элемента. Элементы HTML — это своего рода контейнеры для контента. Давайте создадим заголовок у нас на сайте. Чтобы создать заголовок, мы используем тег H1. H означает heading. Heading переводится как заголовок. Открывающий тег, закрывающий тег и контент внутри. Язык HTML включает в себя очень много разных тегов, и важно знать, какой тег использовать для чего. Это важно не только для правильной работы с документом и повышения эффективности, это также важно для поисковой оптимизации. Иными словами, чтобы сделать ваш сайт удобнее для поисковиков, таких как Яндекс, Google и все такое прочее. Вся система оптимизации использования тегов HTML называется семантический HTML. Суть в том, что вы можете сделать все, не используя специальные теги, не используя эти теги по назначению. Вы можете сделать все, например, из тегов div. Div — это тег, который переводится как division и буквально означает отделение, отдел. Вы можете сделать все из тегов div, и тогда это будет не семантический HTML. Если вы делаете все правильно, то вы должны использовать каждый тег по назначению. Если это абзац, вы используете тег, предназначенный для абзаца. Если вы используете заголовок, то вы должны использовать тег для заголовка. Тем не менее, вы можете сделать все просто дивами. Самые популярные текстовые теги, которые вы будете использовать в начале, это H, 1, 2, 3, 4, 5, их много. Это заголовки. Тегов заголовков очень много, и суть их просто в том, что самый первый заголовок самый большой, самый важный, и последующие меньше, меньше, меньше. P — это параграфы, span — абзацы, и li и ul и li — это списки. Попробуйте у себя в документе создать заголовок, параграф, абзац и список. Если на вашей открытой веб-странице вы нажмете правую кнопку мыши и исследовать элемент, вы можете посмотреть каждый элемент. Вы можете посмотреть код веб-страницы и посмотреть, сколько места занимает каждый HTML элемент. И вообще, в принципе, как все это выглядит, потому что работать с DevTools, как это по-русски, вам придется часто. Также есть HTML тег, на который называется button. Button переводится как кнопка, и он тоже довольно часто используется. Попробуйте сделать кнопку. Если вы сделаете две кнопки рядом, они будут совсем рядом, в отличие от других элементов, которые занимали целую строку. Чтобы отделить две кнопки друг от друга, давайте используем тег div, про который я уже говорила вам раньше. Division, используемый для отделения объектов друг от друга. Div, возможно, самый важный и самый часто используемый HTML элемент. Вам нужно привыкнуть работать с дивами и очень комфортно себя с ними чувствовать, потому что дивы — это просто то, на чем все строится. Теперь давайте сделаем веб-страницу, на которой будут ссылки на все, чему мы научились. То есть на этой веб-странице будут ссылки, которые будут вести к другим веб-страницам, на которых будут те теги, которые мы уже только что сделали. Короче, я как-то странно объяснила, но суть в том, что давайте все удалим и сделаем так, что с этой веб-страницы можно было бы по ссылкам перейти на другие файлы, проекты, типа это будет корневой файл, на котором будет буквально много ссылок, и каждая ссылка будет, например, ссылка на параграфы, ссылка на абзацы, ссылка на списки и все такое. То есть все теги, которым мы научились, они будут находиться каждый в своем документе, а из начального документа мы будем переходить на все эти документы. Тег для ссылки — это тег A. Чтобы отделить все наши ссылки друг от друга, нам нужно их сделать в наших дивах, про которые мы тоже уже узнали. Поэтому нам нужно сделать div, открывающий тег, закрывающий тег, в середину этого дива запихнуть ссылку, чтобы div был родителем для этой ссылки, и чтобы все ссылки у нас все хорошо отделилось, и все было очень понятно, не структурировано. Для того, чтобы ссылка заработала, нам нужен атрибут href. Атрибуты позволяют добавить больше информации нашим тегам. В случае со ссылкой атрибут несет информацию о том, куда ведет эта ссылка. Название, адрес ссылки должен находиться в кавычках, но это вам Visual Studio Code сам подскажет. Также важно то, что ссылки бывают двух типов. Это 4. Двух типов. Ссылка, которая ведет на сторонний сайт, и ссылка, которая ведет на веб-документ, который находится в нашем проекте. Когда мы указываем ссылку на другой сайт в интернете, это называется абсолютная ссылка. Ссылки, которые ведут на страницы на нашем собственном веб-сайте, называются относительные ссылки. Мы создадим две ссылки, относительную и абсолютную, которая будет вести на другую веб-страницу на нашем веб-сайте и на страницу из интернета. Давайте создадим ссылки на то, что мы можем сделать. На параграф, на абзац, на кнопки. Чтобы создать ссылку на параграф,
нам нужно создать файл, в котором будет этот параграф. Ну, или что угодно, в любом случае, ссылка же должна куда-то вести, поэтому давайте создадим еще один файл в нашем проекте, который будет называться paragraph.html. И там напишите параграф, мы научились, как делать параграф, восклицательный знак, Enter. В теле документа мы пишем открывающий тег P, параграф, который вы хотите написать, он может просто быть параграф, и это будет наша веб-страница с параграфом. Теперь, чтобы сделать ссылку на эту веб-страницу, в названии нашей ссылки, в адресе ссылки href, нам нужно в этом атрибуте написать, куда мы идем, paragraph.html. Теперь, если мы перейдем по ссылке, то мы перейдем на нашу веб-страницу с параграфом. Чтобы создать абсолютную ссылку, я копирую ссылку, угадайте чего, вставляю ее в атрибут href, и, переходя по ссылке, мы окажемся там, где я хочу, чтобы мы были. Давайте создадим еще две ссылки на абзацы и на списки, которые мы тоже научились, как делать. Списки — это ул и ли. Это буквально строки и столбцы. Вернее, столбец и строки. Давайте также создадим ссылку на кнопки, потому что мы теперь знаем, как делать кнопки. Это button. Делаем ссылку на... Я назвала его кнопка.html. В кнопке внутри вы можете написать что угодно. Она может быть настолько длинная, насколько текст, который вы поместили внутрь этой кнопки. Также теперь сделаем последнюю ссылку на изображение. С изображениями все так же, как с ссылками. Это очень похожий тег на ссылки. Мы создадим файл, который будет называться image.html, img.html, в котором будут наши картинки. Изображение есть также, как и ссылки, двух типов. Это тоже 4. Двух типов. Ссылка, вернее, изображение, которое является ссылкой, которая ведет на изображение в интернете, либо изображение хранится в нашем проекте, и мы в теге изображения делаем ссылку на изображение в нашем же проекте. Тег для изображения не имеет закрывающего тега, то есть это просто тег img, и в нем находится CRS-ссылка на изображение. Давайте сделаем два типа тега с изображением, который ведет на изображение из интернета и изображение из нашего проекта. Чтобы сделать так, чтобы ссылка вела на изображение из интернета, нам нужно сначала скопировать адрес ссылки изображения. Я копирую превью с одного из своих видео и... вот таким вот образом. Можете попробовать сделать то же самое. Когда мы теперь открываем эту веб-страницу, на этой веб-странице с изображением будет изображение из интернета, и оно не хранится в нашем проекте. Также давайте сделаем второе изображение, которое будет уже храниться в нашем проекте непосредственно. Для этого мы создаем точно такой же тег
изображение, в нем ссылка будет вести на изображение. Чтобы ссылка вела на изображение в нашем проекте, нам нужно скачать изображение и добавить его в наш проект. В ссылку этого тега давайте вставим уже теперь наше изображение из проекта. Это выглядит абсолютно одинаково. Разница только в том, что это изображение хранится в нашем проекте. И если оно будет изъято из интернета, то есть куда ведет ссылка на изображение, если этого больше не будет, то оно не отобразится никаким образом. Следует также заметить очень важный атрибут изображения — это alt. В атрибуте alt мы прописываем словами, что находится на этом изображении. Это нужно для того, чтобы этот текст отобразился, если нет возможности у браузера отобразить изображение, вместо этого будет появляться этот текст. Также это важно для скринридеров, люди, которые не могут видеть и слушают веб-страницы с помощью скринридеров, им озвучивается то, что находится на этом изображении, чтобы они понимали контекст. Чтобы все было более структурировано, давайте создадим папку с изображением, где, вернее, будут храниться все изображения нашего проекта, и поместим наше изображение в эту папку. Теперь, если мы пытаемся открыть файл с изображениями, наше изображение не может быть отображено, потому что путь к этому изображению некорректен. Для этого нам нужно сначала сослаться на папку, а потом сослаться на изображение. Для этого мы ставим точку, слэш, папка, а потом наш файл, который находится в этой папке. Я думаю, на этом все. Вы можете попробовать посмотреть какие-то другие теги. В файле index.html можете попробовать создать ссылки на другие теги, которые вы выучите. И я думаю, что я сделаю следующее видео про основы CSS, в котором мы будем работать именно с этим же проектом. Но теперь ко всем этим веб-страницам с нашими параграфами, списками, кнопками, что еще мы делали, изображением, мы добавим CSS-свойства и сделаем это все более красиво. В принципе, все. Я думаю, если вы посмотрели это видео до конца, и вам было интересно, вы, возможно, захотите еще больше разобраться с HTML, потому что это, в принципе, верстка страницы, это довольно занимательно и интересно. Я оставлю ссылки на учебник HTML, которым пользовалась я и пользуюсь до сих пор иногда. Можете посмотреть разные теги, можете что-то еще добавить в свой проект. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем удачи с программированием, спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, пишите... я не знаю что. Подписывайтесь на канал, если вам было интересно, поставьте лайк, если вам хочется. Также можете подписаться на мой Boosty или просто задонатить мне в Boosty, пожалуйста, если хотите. Все, всем пока!